Для жизни, для детей, для ее здесь все было. Живи я не хочу. Я хочу свою сводную сестру лишить родительских прав. Она с детьми не занимается, она пьет. А когда бухать-то? Они ж только вот родились. Ей без разницы, что они только родились. Он тоже любит грызть игрушки. У ребенка есть аллергия. На что у него На аллергия? смесь. То горькая попадется смесь, то еще какая-нибудь. Бывают горькие смеси, если пиво с водкой смешать. На выпивку у тебя есть, а на смесь у тебя нету? А ты вообще какого черта лезешь? А как часто она пьяная? Когда деньги есть? Когда прям сильно устанешь, 2-3 бутылочки я убиваю, все. Так может у него от этой дряни аллергия? Я ей говорю: Люб, давай, я тебе закажу смесь, забери ее. Люб пропадает на 2-3 дня. И только Ей деньги нужны. Я бы забрала детей. Давайте мы сейчас позовем горничную, которая детей обнаружила. И вызвала полицию. Мукаддас, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Добрый день. Когда мы начинали готовить эту программу, мы даже и представить себе не могли, как же все повернется. Да, а нас сейчас спрашивают, это у вас там настоящие люди сидят или это вы все придумываете? Такого не выдумаешь. Сегодня в нашей студии Екатерина Вильман из Кемеровской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось у вас? Я хочу свою сводную сестру лишить родительских прав. Она ведет аморальный образ жизни, она с детьми не занимается, она пьет, бухает, детей бросает на сутки, может, и вообще без разницы. А сколько детей там? И возраст Двое. какой? 2 года и 7 месяцев. А когда бухать-то? Они ж только вот родились. Это ж погодки вообще. Ей без разницы, что они только родились. А отцы у детей есть? Он есть, но он на СВО. Он еще даже не знает все, что у него происходит. То есть он отец 2 детей, да? Да. Они в браке? Да, Дети на него записаны? да. Мгм. Скажите, пожалуйста, а вы сказали, что она ваша сводная сестра. Это как? А мы с ним в одной приемной семье воспитывались. Вы А, по то есть крови не родные? Нет. И вы, и она из детского дома были? Да. Погодите, а вы ровесники или старше вы? Я ее старше на 10 лет. Ее взяли, я уже была совершеннолетняя. Ну вы продолжали приезжать в семью, да? Да, я Ага. приезжала, общалась, до сих пор с ними общаюсь. Семья хорошая, благополучная. Ну, я понимаю, что она росла-то у вас на глазах, по сути дела. Ну да. А сколько ей она лет-то? Ей сколько ее взяли, я не помню, сколько ей было. А сейчас-то ей сколько? 20 лет. Так это она забеременела рано достаточно, да? Да. Она моральный образ жизни ужасно ведет. И я ей сколько раз хотела помочь, сколько раз ее вытаскивала. Да я пытаюсь понять, когда она успела начать вести аморальный образ жизни, Лет если с у нее... 14, с 15, наверное. Подождите, она с 14-15 лет бухает? Да. А наркотики? Слышала такое, что она употребляла. А учиться? Она вообще училась где-то? да. Школу закончила? Да. Потом куда-то поступила? Ну вот закончила школу, поступила в техникум на швею, она отучилась. Отучилась. И все. Но и работать она... не работала Нет. никогда? Нет. У нее нет ни опыта, ни стажа нету. Мгм. Слушайте, а я так понимаю, что какое-то время она даже с вами жила? Да, она жила у меня, я ее к себе забирала. А почему она у вас-то оказалась? Ну, у нее на дом, где ей покупала приемная семья, она его всего захламила, угробила, и там просто жить невозможно. Подождите, угробила, подождите. Ей приемная семья купила дом, Да. и она, И когда ей 18 лет исполнилось, она туда ушла жить. и она за 2 года угробила Да. дом так, что там жить нельзя? Да. И переехала к вам? Ну, я ей помогала, поддерживала как-то. Поддержка. Я понимала, что она сейчас родит, ей помощь нужна. Будет маленькая Ася еще у нее. А сейчас-то, если дом у нее в таком состоянии, она где живет? А у нее там от каких-то родственников наследство досталось. Она уехала в Каракан. Это И где? там нету нас, у нее там нету присмотра. Она там может вольно гулять и делать все, что хочет. А вы сами-то в органы опеки обращались перед Я тем, как неоднократно обращалась в органы что? опеки. Я вызывала в ПДН на нее. Ее из моего дома в наручниках выводили. Почему? Она на них кидалась. И после этого ей детей вернули? Да. Какая Хорошо, интересная теперь история. еще один вопрос обязательный в данном случае. Если вдруг так окажется, что вот ваши усилия прахом не пойдут и ее лишат родительских прав, детей куда? Вы сможете их забрать? Нет, у меня у самой 2 маленьких детей, их по 3 года, у меня двойняшки. Мне бы их самой поднять, я их одна Ну, то есть в воспитываю. детский дом. Да, Это лучше, чем с матерью? конечно.
Ну, понятно, что у Любы совершенно другое представление о том, что в ее жизни происходит. Давайте посмотрим. Давай. Опа, лови, кидай. Опа, на. Сейчас мы играем перед прогулкой. Так. Ударилась. Сейчас будем одеваться. Комбинзончик тепленький. Так как у нас на улице сегодня прохладненько. Вот это вот наша коляска, любимая сына Яси. Быстрей! Быстрей! Вот моя девочка, катись, мать, моя. Уха! Ну, а так-то все хорошо. Вон дети приличные, одетые, одежда есть, А комбинезоны синяк под разные. глазом, это тоже нормально? А это у нее синяк под глазом? Конечно. Откуда? А он? вы не спросите, откуда у меня получился? Откуда? Она пьяная сидела вот в этом же каракане, где она живет сейчас, пила. Ребенка чуть не придавила, поэтому ей там и буцкали. Да, слушайте, ну раз вы велели нам спросить, откуда у нее синяк, мы так и сделаем, поскольку Любовь к нам приехала, давайте ее позовем. Ну что, ты чего добиваешься? Ты что такая тварь, Кать? Ты вообще кто такая? Ты что лезешь в мою семью? Ты кто такая, скажи? Потому что ты не мать. Ты не умеешь, не следишь А ты за мать, своих. Я когда мать. ты бьешь ремнем Садись. своих детей. Когда ты швыряешь стулья в них. Ты швыряешь в своих детей стулья. Слушайте, Любовь, мы сейчас не про нее говорим, а про вас. У вас все хорошо? Да. А синяк откуда? Ну, синяк это я подралась С кем? с братом, с родным. А что случилось? Ну, получается, мы сидели, да, выпивали, я не спорю, что... И я, ну, нечаянно, да, упала на Мирослава, своего сына. Ну, и тут же встала. Ну, из-за этого мы подрались. А что как, выпивали? как часто вы пьете Пиво. и падаете? Ну, только либо по праздникам, либо по выходным. Выходные Ты бы врала, бывают у что тех... ли, Подождите, Кать. Выходные вообще ни бывают с у кем тех, не кто слышишь. работает. Вы же не работаете, верно? Ну да, я не работаю. Так у вас каждый день выходной или как? Нет. А праздник как часто у вас случаются? День рождения, Новый год, там, 8 марта. А зачем вы выпиваете? Ну, просто, а что, нельзя выпить? Вы не кормите? Почему? Кормлю. А видно, что они худые где-то? Нет, подождите, Это вы как-то. грудью кормите? Нет. Он ест либо молоко, либо смесь. Когда смеси нету, я покупаю магазинное молоко. Прокипячу его, дам ему. Также кашки. Ну это все замечательно. А пьете-то зачем? Ну, бывает, когда прям сильно устанешь, 2-3 бутылочки я вбиваю, все. Чего? Пиво. И то легкое. И падаете. Нет. Ну это ладно, мы в компании сидели Давайте так, уже. вы только пиво пьете, верно? Да. Наркотики когда-нибудь были в вашей жизни? Нет, Никогда. нет. Просто ваша сестра сказала, что вы с 14 лет ведете аморальный образ жизни. В 14 лет я жила с мамой, с нашей приемной, с Любовью Викторовной. А когда мы у тебя мужика 40-летнего от тебя отбивали, ты из дома сбегала. Ну, там у меня детей, извини, не было. И чего, что детей не было? Ну, ты же вела моральный образ жизни. Я ходила, да, гуляла в свое удовольствие, как я посчитаю нужным. Скажите нам, Потом, пожалуйста, когда а вот дети появились, я одумалась, остепенилась. Любовь. Ну, насчет одумались мы поговорим еще. А скажите мне, пожалуйста, зачем ваша сестра к нам приехала? Она хочет лишить меня родительских прав, потому что у меня муж военнослужащий. И что? И она думает, если она лишит детей и возьмет к себе под опеку и завладеет деньгами. Я не смогу их взять к себе, у меня Значит, свои мы двое до маленьких вашего детей. выхода, секундочку, у Однозначно. вашей сестры спросили, собирается ли она взять детей. Она сказала нет, поскольку у нее двое своих. Значит, эта теория ваша не очень состоятельна, верно ведь? Тогда зачем она сюда пришла?
Да я не знаю, она меня А вы не уговаривает. догадываетесь, что она могла сюда прийти, потому что действительно дети ваши с вами находятся в опасности? Нет, они не в опасности. Вы уверены? Да. А сейчас вы где живете? Сейчас я живу у своей биологической мамы. Это ее дом. Это ее дом. А мама мать- ваша биологическая где? Умерла. Когда? Будет 17 лет, как она умерла. То есть вы живете сейчас в родительском доме, Да. по сути дела. Давайте посмотрим, как. Сюда мы приехали, в этот дом, совсем недавно. Это мой дом биологической мамы. Вот эта комната, где мы проживаем с ребятишками. Вот это вот моя дочь Ася. Дочь, смотри, а пойдем покажешь, где Лего. Это ее развитие, игрушки, моторику развивает хорошо. Ты мне даешь машинку? Дочь, а это какой цвет? Зеленый? Машинка, колесики. А здесь мы спим. Маленький сынок, Мирославка. Он тоже любит грызть игрушки. У него режутся уже зубки. Это наша кухня. Здесь у нас хранится соль, печеньки, вафли, манка, колбаса, майонез, сосиски. У нас сейчас время кормления сына. Мы сейчас будем кушать с ним. Он питается у меня молоком. Вот она, наша любимая бутылочка. Не хочешь? Накушался. А вы сосиски с колбасой где храните? Ну, так сейчас пока у меня нет возможности взять холодильник, потому что когда там жил мой дядя родной, там, получается, была женщина какая-то. Она вывезла оттуда абсолютно новую мебель. Я сейчас буду писать заявление на это, чтобы она вернула мне и машинку стирательную, и холодильник, и телевизор. А кто вас надоумил кормить ребенка грудного молоком из магазина? Ну, так как нету смеси, Почему ее нет? ну, нету возможности ее пока купить. Почему нет? Потому что муж не выходил на связь, чтобы у него спросить. А детские пособия вы получаете? Да, с маткапитала 33 тысячи. Мы все знаем, сколько стоит смесь. Запас смеси на месяц. Ну, она по 600, по 700, по 800 есть. Ну, насколько вам хватает банки? Ну, на неделе 2 минимум. То есть вы хотите сказать, что из 33 тысяч вы не можете 1500 рублей найти на смесь? Почему? Могу. Так а почему вы этого не делаете? Он еще не всю смесь ест. У него еще аллергия. Так, хватит осыпается. отмазываться. Я задала него- вопрос, сколько стоит банка смеси. 600, 700, Спросила, 800. сколько банок вам нужно в месяц. Мы все посчитали. Что за чушь ты В несешь? смысле, а почему чушь? Я говорю так, как есть. У ребенка есть аллергия На что у него на аллергия? смесь. Аллергия – это врачом установленный диагноз? Да, педиатром детским. И что, он вам какие сказал? рекомендации вам Кормить дали? молоком? Нет, я даже и не стала покупать смесь эту больше. Я ее меняю, как не знаю кого. Подбираю. То горькая попадется смесь, то еще какая-нибудь. Горькая смесь? Да. Бывает, что горькие смесь. Я Да, сама лично бывают пробовала. горькие смеси, если пиво с водкой смешать. Это прям настоящая горькая смесь. Видимо, ваша любимая. Если даже у ребенка младшего предполагается аллергия, она, возможно, действительно есть, как прозвучало в студии, то употребление цельного коровьего молока, которое здоровым детям противопоказано даже до года по всем абсолютно мировым консенсусным документам, просто нельзя максимально здоровым детям даже. Для вашего ребенка это равносильно приему каких-то ядовитых вещей. Так работает, к сожалению, измененная аллергореакция. Смесь в этом случае правильная, которая была, возможно, назначена, поэтому фраза «она горькая» и прозвучала. Вполне возможно. Она стоит 2400 в среднем. Это полный гидролизат, он используется для лечения детей с аллергией к белку коровьего молока. Вы только на ней должны были держать ребенка. Дайте-ка мне еще один вопрос вам задать. Сестра ваша сказала нам, что у вас, оказывается, дом-то был свой, который Был. вам подарила мама приемная. Куда вы дели дом? Я съехала оттуда, потому что там жить невыносимо, там он очень холодный. Уголь никакой не берет. Сколько вы прожили в этом доме? 2 года. Как? Ну, Ася была, да. Мы спали, получается, в кухне. Там, где есть перегородка от котельной.
Где тепло идет? Обогреватель он называется. Обогреватель. Ну, смотрите, вы можете рассказывать нам сколько угодно. Мы же на телевидении, мы хотим посмотреть на тот дом, в котором невозможно Что-то не жить. так с печкой, И оказывается. где вы 2 года все-таки как-то умудрились без печки прожить? Вот этот дом мама наша приемная предоставила Краснослободцеву Любовь Анатольевне. Он был в идеальном состоянии, но она сюда заехала, она его просто угробила, убила. Тут все было. Мама ей все купила, бытовую технику, все как бы она все продала за мелкие гроши. В этой комнате тут телевизор висел, тут кровать двухспальная стояла, а телевизор в ломбард сдала. Тут у нас котельная. Котельная хорошая, топиться можно. Так котел, по идее, должен здесь стоять, так как дети маленькие, чтобы было тепло, хорошо, а не тех условий, в которых сейчас она проживает. Здесь кухня. Вот тут у нее стоял телевизор, вот тут у нее шкафчик был, кухонный гарнитурчик стоял. Здесь у нее была мойка, машинка стояла стиральная. Для жизни, для детей, для ее здесь все было. Живи я не хочу, а она все это тоже попродала. Врет сестра? Машинка стирательная, она стоит на возвышенке, я поеду, съездию, заберу ее и привезу домой. Да вы что про машинку-то вцепились, стирательную? Вы нам скажите, почему дом в Холодильник таком я состоянии? куплю, поверь. Дом почему в таком состоянии? А потому что сейчас там живет совсем посторонние люди. А почему А они кого там вы живут? туда пустили жить? Там живет бабушка. Пустили бабушку, потому Вот. что она дом топит, И чтобы щас вот такой бардак, отопление это не, от бабушки. не Ну, промерзло. чтоб трубы не прорвало, да, Да, все? Мгм. да. Понятно. И она То есть, присматривает как бы за Вот сейчас домом. этот весь бардак, это вот бардак бабки. правильно я понимаю, что вы все-таки настаиваете на том, что сестра ваша сводная, она все врет. Да. Тогда давайте еще одну позовем. Может, она другое что-нибудь про вас расскажет? Веронику-то знаете ведь, да? Да, знаем. Да, давайте ее позовем. Собутыльница Катя. Собутыльница Катя? Да. Любая, а ты почему врешь, что у тебя нету возможности купить детям смесь? Я тебе... Как это нету? Нету. Ты телефоны себе покупаешь, ресницы делаешь? На выпивку у тебя есть, а на смесь у тебя нету? А ты вообще какого черта лезешь? Я? Мне детей жалко. Ты сидишь и в наглую врешь, что у тебя нету возможности купить смесь. Слушайте, а нам сказали, что вы собутыльница Катя. А чего вы без бутылки? А, да? Ну да. А когда мы пьем, Нет, интересно? просто, видите, вы сейчас тут сидите, как бы красиво врете, да? Мы врем, мы говорим А вы правду, кто ты такие? сидишь и Вы врешь вообще в кто наглую. такие? Вы мне никто. А ты кто по сути. такая? Ну, а ты кто такая? Я? Знаешь, Мне Люба, детей мы жалко. просто детей жалко. Вот такой, как ты, у мамы. Мать, ты вообще не мать. Тебе просто сложно назвать матерью, понимаешь? Люба, У тебя смотрите, Асе давайте 2 так, года, я вам... она толком Стоп, не секунду, умеет. Кать, подождите. Что, Давайте... А что она не умеет, Саш? Что она не умеет? Разговаривать толком не умеет. Она воды боится. Вот Она не представьте, боится воды, Вот поверь. она, я ее в ванну, она когда ко мне пришла жить, я ее в Потому ванну, что она тебя орёт, боится, когда ты дурнину орешь. прет. Просто Ты орала дурнину. на моих детей, и Асю била Люба, неоднократно. дайте-ка я вам объясню. Поняла? Люба, дайте-ка я объясню вам простую вещь. Я же вам тоже совершенно посторонний человек, и детям вашим. Верно? Ну да. Но пока мы не разберемся, угрожает опасность вашим детям или нет, мы из этой студии не уйдем. А если мы поймем, что такая опасность все-таки есть, вы детей больше не увидите. Такой опасности Я нет. еще раз говорю. Поэтому не я вам призываю вас говорить правду. Первое, что мы вас спросили, пьете ли вы, употребляете ли вы наркотики. Вы сказали, выпиваете по праздникам 3 бутылки пива. Это максимальное количество, которое вы можете выпить. Так? Да. Давайте на экран посмотрим. Я не только вчера выжрала. Сначала мы начали пиво, получается, потом начали жрать водку, вино, коньяк. Я не знаю, как я вчера ушла. А дети с кем были? С тобой? Да. Оксана Илюшина, тетка, скинула, 15 тысяч. Чтобы на эти 15 тысяч Люба купила детям поесть или еще что-то. Люба поскакала бухать. Пропила все деньги. А горло я сожгла себе. Не знаю, либо спиртом, либо водкой. Мы не 2, мы 3 или 4 или 5 водок выпили. У меня такой фингал под глазом. Просто жестко, просто жестко. Это тоже вранье, да? Но это нет. Скажи мне, пожалуйста, дорогая, а отец детей-то знает, какой образ жизни ты сейчас ведешь?
Ну, я ему говорила, да, что я выпиваю. Он сказал, ты же обещал мне не выпивать, как бы. А родители мужа вам помогают, нет? Да. Кем, как, чем? Также и могут и вещи отдать, также и молоко, и смесь, также и памперсы покупают. Так Какую вам смесь? еще и если- родители смесь покупают, а вы ребенку ее не даете. В смысле не даю? Я не знаю, в смысле не даю. Вы его молоком из бутылки кормите. Ну, было дело, да, Да? кормлю. Так может у него от этой дряни аллергия? Нет. Может у него от бесконечной антисанитарии аллергия? Мы все-таки поговорили с вашей свекровкой, это с Мариной Макаровой. Давайте послушаем, что она нам рассказала. Ну, что я могу сказать? Она такой человек, и много своей волнует, и деньги. Надо рассыпать. И мне либо долг, значит, либо 40 тысяч мне детей. То там скитается, то там. Месяца 3. Она не убраться не может, ничего. Ребенок вещи таскает, что? Она Аська залезет, там что-то колупается, что-то пакостит, а ей хоть ничего не надо. Что, детских получала, что она могла? Ну, вещи были. Привязал и вот он, я его сняла, как бежучек, он наш выпрямился вот так. Дочка, даже памперсы, не понимать, должна плакать. Есть ничего. А у меня дочь инвалид на руках. Я не могу. У меня еще тем более и дома дорог. Что нам? Понятно, что с этой бабушкой внуки не останутся. Это очевидно. Но это специально. совершенно. Это уже говорится все специально. Специально, чтобы что? Чтобы меня лишить родительских прав. А вы считаете, что вы недостойны того, чтобы вас лишили родительских прав? Вы Я хорошая считаю мать. так. Мы вот чуть-чуть позже, ладно? Чуть-чуть позже поговорим о том, какая ты мать. О том, что на наших глазах произошло. О том, что наши редакторы, когда это молоко увидели, кинулись купить смесь и каши для детей. Ты что сказала им? Молоком обойдутся? От одной бабушки, понятно, толку нет. Давайте мы с другой попробуем поговорить. Ваша мама приемная выходит с нами на связь. Любовь Викторовна. Здравствуйте, я вас хорошо слышу и вижу. Да, Любовь здрасте. Викторовна, здрасте. А как, что, гены дали? Что это? Ну да, у Любы есть гены. Это по ее линии мамы. Там тоже не пойми что. Но я прошу вас дать ей последний шанс. Может быть, она одумается все-таки. А вы нам расскажите, Прорабатываем. а вы можете про Любину маму рассказать? Та тоже кидала детей своих. Но Люба хоть не кидает детей своих. Ну, тоже пила, употребляла все. И в итоге ее Ну, лишили когда родительских Люба была- прав, да? Маму, да. А как она у вас оказалась? Я еще в 10 Ну, она была до меня в приемной семье. А потом они ее вот тоже по пьянке попалась, на такая семья, не знаю, обварили кипятком. Люба вся обварена кипятком. Она очень травмирована с детства. Но я взяла уже ее в 9 лет. Вы сейчас сказали, что она хотя бы детей не бросает, в отличие от ее матери родной. А вы точно это знаете? Ну вот как бы она жила у меня, а она не бросала их. И вот она в Белово живет. У меня там тоже все знакомые живут, и я звоню им. Хоть она и пьяная, но она дома с ними. Всегда А как с ними часто она рядом. пьяная? Когда деньги есть. Ну, как вы считаете? А деньги мне очень редко. Вот вы говорите, дать ей последний шанс. Ну, а зачем? Я, может, справлюсь. Кто знает. Ваша приемная дочь в телефонном звонке сказала, что она не помнит, сколько они вчера выжрали водки. Вы считаете, что это нормально? Нет, конечно, я не считаю, что это нормально. Так вы И я когда... бы это узнала, я бы с ней тоже точно поговорила. Послушайте, и всегда я с ней разговариваю на эту тему. Послушайте, вы когда Не говорите... дай детям свою жизнь, такую, какую ты прожила, а дай им лучше. Надо детей своих любить. Слушайте, вы любите ее и дали ей дом. Что она с этим домом сделала? Она его бросила и ушла. Ну, и вы считаете, что такому человеку можно давать шанс? Ну, молодая еще, я думаю. А вы- Подрастет, нет, поумнее будет. Давайте так, а вы чего хотите? Чтобы вы потом получили сообщение о том, что дети в доме угорели, потому что она пьяная заснула с хабариком в руках. Вы что хотите?
Когда вы говорите, нет, дайте такого, ей конечно, шанс, нет. это вы говорите о том, чтобы этого шанса не было у детей, шанса на жизнь. Пусть она свою жизнь исправляет и делает с ней все, что хочет, а дети будут под присмотром государства. Нет. Спасибо. Спасибо, что вышли с нами на связь. До свидания. Дело в том, что Если когда ты До думаешь, свидания. что если ты думаешь, что твои лживые слезы тут кому-то вообще Вот, растопят кстати, сердце... насчет лживых Да. слез. Мы когда программу-то готовили, редакторы наши узнали, что, оказывается, Любу еще и в мошенничестве подозревают. А подробнее нам расскажет об этом Анастасия Миронова, которая из Владимира, а не из Кемеровской области. Анастасия, идите к нам. Опаньки. Люба, ты меня не ждала увидеть здесь? Ты меня звала в гости, я приехала. Молодец. Ну давай расскажем правду. Как ты денег попрошайничала в группе? Как тебе девочки скидывали? Как ты в больнице с Мирославом лежала? Рассказывайте нам, откуда вы узнали о ней и кто там кому и чем помогал. Я многодетная мама, у нас есть группа. И в один прекрасный день января Люба написала в группе, просила 300 рублей на дорогу. Уехать из больницы с маленьким Мирославом домой на автобусе. А как она в этой группе оказалась? Я не знаю. Потому что я искала кемеровскую группу, чтобы знать. А нашли Владимирскую, понятно. Да, нечаянно. Сначала одна девочка ей помогла, скинула. На следующий день Люба стала опять просить. Я скинула. Потом у нас еще, тут еще. И, в общем, у нас набралось 13 девочек таких. По 200, по 300 рублей она у меня спросит, у другой, у третьей и у пятой, и так набегала. То сколько раз было она, мне надо на молоко Мирославу. Я ей говорю, Люб, давай, я тебе закажу смесь, забери ее. Люб пропадает на 2-3 дня. То есть смесь ей не нужна, ей Нет, только ей деньги нужны. Потом так получилось, я вот познакомилась с ее сестрами, вышла на них. И вот стала узнавать, что вот она мошенничествует, что она проживает со свекровью. Муж ушел на СВО, она стала чаще и чаще пропадать. Стала видео скидывать, где она пьет. Маленькие дети, вот это вот Ася, вот эти вот полы грязные, которые, я не знаю, как будто там стадо каких-то овец прошло. Это я жила, когда у свекрови. Да везде, Люб, где бы Нет, ты ни не была. везде. Единственные мы были за тебя спокойны, когда ты была у Кати. Я так понимаю, что вы приехали сюда не только ее корить, но еще и хотите о детях позаботиться. Да, если бы у меня была такая возможность, я бы забрала детей. По финансовой стороне моя семья потянет их. А у вас у самой есть дети? Да, 5 девочек. 5 девочек? Да, 5 дочек. И вы еще готовы двоих? Посоветовавшись с мужем, да, мы пришли к тому, что мы бы не против их забрать. Но единственный минус — у нас не получится по квадратам. Нас 7 человек, получается, я, муж и 5 детей, а у нас квартира 68 квадратов. Спасибо вам за намерение этих детей не оставлять. Мы, конечно, попробуем вас связать с органами опеки, которые занимаются этой семьей. Вернее, так. Вот мне что-то кажется, что не занимаются. Краснослободцева Любовь Анатольевна на учете в отделе опеки и попечительства в социально опасном положении не состоит. Ранее сигналы поступали от Вильман Екатерины Андреевны. Насколько мне известно, между этими двумя девушками конфликт. Семья Краснослободцевой Любови привлекалась по части 5.35 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Был составлен административный протокол. Вынесено было предупреждение. То есть в связи с тем, что если данная гражданка не изменит своего образа жизни, подхода к воспитанию своих несовершеннолетних детей, к ней может применяться крайняя мера либо ограничение в родительских правах, либо лишение родительских прав. В октябре месяца 2025 года была проведена проверка условий жизни. Мы выехали, посмотрели условия жилищно-бытовые. Условия были признаны удовлетворительными. Вильман Екатерина желает лишить родительских прав Краснослободцеву Любовь в связи с тем, что я считаю, что эта мера крайняя, и здесь нужно действительно работать с семьей и оказывать ей всестороннюю поддержку. Если они считают, что нужно работать с семьей и оказывать всестороннюю поддержку, что же вы, уважаемая Яна Юрьевна, этим не занимаетесь, а? Ну вот правда. Яна Ну Юрьевна. это же чудовищно. Все, что Яна вы сейчас Юрьевна. наговорили, а то, что мы сейчас вам специально покажем, просто, я не знаю, но вам надо будет в ужасе писать заявление по собственному желанию. Это минимум. Я-то вообще-то подозревал бы там, но, видите, исполняющий обязанности начальника, преступную халатность, поскольку вы сами, Яна Юрьевна, только что сказали, что она привлекалась
К административному наказанию по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и после этого не стоит на учете у вас? Нет. Вот теперь мотайте себе на ус, пожалуйста. Дама приехала в Москву с детьми. Поселили в отель. И началось. Покажите, пожалуйста, что нам писал отель. Это первое сообщение. Добрый вечер. Служба размещения сообщила, что гость Краснослободцева Любовь Анатольевна оставляет маленьких детей одних надолго. Сообщают, что дети кричат и плачут по несколько часов. Это неправильно. Во избежание Неправда. недоразумений просьба связаться с заказчиком. 21:05. Также из службы уборки сообщили, что дети были голодные, полуголые. На теле Не у детей надо, это пятна, неправда. похожие на синяки. Мать, когда пришла, сообщила, что она ходила пообедать. У детей еды практически не было, так же, как и чистой одежды. Давайте мы сейчас позовем горничную, которая детей обнаружила. И вызвала полицию. Не вызвала полицию, да. Мукадас, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете горничной в этой гостинице, где остановилась Любовь с детьми, правильно же? Так, и что вы обнаружили в номере? Ребенок был укутан, запеленован и орал. А кровати у нас высокие. Я потом барьер сделала, одеяло, подушки сделала, чтобы не упал. Да, чтобы ребенок не упал. Скатился, понятно. Да. Еда у детей была? Нет, нет. Я потом этого ребенка взяла на руки и пошла к супервайзеру. И супервайзеру говорю, а можно ресепшену позвонить, и чтобы связаться, и пришла она за детьми. Уже полчаса прошло, когда до нас это не знаю. Сколько времени дети одни были? Да, полчаса, час или 20 минут. И я ребенка взяла на руки, пошла к ним. Потом еще одна сотрудница, она взяла вторую. Она голая, грязная. А отель, там все вода горячая. Ладно, у нее удобства дома нету. А здесь все удобства. А куда ты уходила, Люба? Скажи, пожалуйста. Я ходила покушать, потому что, ладно, я детей покормила. А я должна голодная сидеть? А дети как раз спали в этот момент. Я потом вернулась, посмотрела, они спят. Я пошла до магазина. Короче, давайте сходила. так, чтобы не слушать этот бред дальше. Полночи наши редакторы провели в участке. Составлен протокол об административном правонарушении. Опять о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Хотя здесь, мне кажется, есть уже уголовная статья. Короче, полиция сказала, так ее же надо срочно прав лишать. Нет. Срочно. Детей у тебя заберут? Нет, А дальше, слушай, хватит, вот это точно. Юль, пожалуйста. Вот это вся твоя, вот это на меня не действует вообще. Я прекрасно знаю поведение людей, которые рано начинают употреблять наркотики и Я алкоголь. не употребляла ни разу. Еще Можете раз проверить повторяю. меня я на лживом этом знаю. тестере. Вы все слышите, как она разговаривает? Это вот что такое зачатие. Пьяная, наркоманов, дети. Вот, ну, что тут сделаешь? Мне удалось коротко осмотреть детей перед программой. Они болеют оба сейчас. У обоих практически синхронные проявления осложненной инфекции. Вероятно, была вирусная история сначала. Сейчас это, очевидно, бактериальный процесс. Гноем залепленные глаза у малыша. Гнойное, отделяемое, обильное из носа. Ну, то есть там хрипы в легких. Нужно ставить бронхиты под вопросом пневмонию. Нужно исключать. Я попрошу наших редакторов для того, чтобы мы сделали все, чтобы сразу после программы дети отправились в больницу. Нет, пожалуйста. Нет. Я не буду здесь больше. Здесь, понятно, мы говорим о тяжелой ситуации. Не нужно объяснять никому, да, там, адекватным людям, что когда детей в таком возрасте остаются одни, это прямая угроза жизни и здоровья этих детей. Мы, понятно, не можем заглянуть в то, что происходит, когда нету камер, нету свидетелей. Там, наверное, ситуация еще более тяжелая. И я здесь полностью согласен. Реагировать нужно немедленно в этой ситуации. Немедленно. А любовь с таким красивым именем, да, то есть любовь детям сейчас дать, однозначно не может. Здесь нужно проходить все процедуры лечения, вероятно, от зависимостей. И что самое страшное в этой ситуации, когда средства приходят
на смесь, а мать эти деньги пропивает. Безусловно, у Любы есть большие проблемы с алкоголем и с психоактивными веществами. Бросить одна она не сможет. Мы, в свою очередь, все равно готовы ей помочь, и я надеюсь, что мы с ней как-то за кулисами найдем общий контакт. Я слабо верю, что она поедет на реабилитацию, и вообще слабо верю, что она примет помощь, потому что, ей сложно принять, что у нее что-то не так. Но хотя бы попробовать, хотя бы для этих детей, я считаю, что нам стоит. Знаете, но здесь все-таки приоритеты должны быть расставлены так. Сначала изъять, потом лечить. Потому что иначе вы же понимаете, что может произойти. Но с юридической точки зрения это просто академический пример того, что дети находятся в опасности и почему их нужно забирать именно государству, чтобы дети просто не навредили себе, потому что в случаях, если оставляют в опасности, действительно горят дома, они задыхаются. И просто потому, что они хотят поесть и ищут еду, которой нет, даже холодильников нету. Если сейчас забрать детей у этой горе-мамаши, их отмоют, накормят, самое главное, вылечат. Если она исправится, ей передадут этих детей. Она может их навещать, приходить в детдом. Поэтому все для этого, все механизмы есть. Единственное, мы столкнулись со случаем абсолютного бездействия органа опеки. Поскольку мы не можем сейчас допустить, чтобы дети в таком состоянии с этой мамой ехали обратно, мы сейчас вызовем ведь наряд ПДН и полиции, верно? Они же могут изъять детей здесь, не по месту проживания. Все верно. Они изымают их, когда дети находятся в опасности. Они находятся в опасности. Вот, смотрите. И вчера они хотели это сделать. Ребята, я прошу вас тоже задержаться для того, чтобы пояснить, как врач, прибывшим сотрудникам, что дети сейчас реально нуждаются в лечении, что их с этой мамой оставлять нельзя, нужно госпитализировать. А дальше уж как пойдет. Но вы же понимаете, что сейчас ее отправить с этими детьми домой мы просто не можем. Да, ребенок. Пожалуйста. Ты посмотри, что у него с глазами. Ты до чего, Люб, довела ребенка? У него конъюнктивит, другая вообще. Откуда он у него конъюнктивит? Откуда у него кашель? Ты что натворила с детьми, Люба? Ты когда ему ногти стригла? Когда? Когда ты это делала? Почему у нее ногти не стриженные? От племени, от бронхита умирает, ты понимаешь? Я знаю, что я поеду в больницу с ними. Так. Чем вы лечили? Мы помывали ромашкой. Все. Дети сейчас требуется госпитализация. И вообще забрать ее. Постоянно что-то где-то посещаем, развлекаемся. Не хватает нам Ярослава, нашего братика сладкого. Бывший муж украл мою дочь. Как это произошло и почему? Он меня выследил, повел на кухню, перерезать мне горло. Взял вот такой большой нож. Вот это сотрясение мозга и ушиб. Все это полная ерунда. Пощечины были. Вы ее били? Мы дрались. Я не дралась с тобой, я защищалась. И хорошо, что я ушла от Рауля. Дети насилия не видят. Она мне показала клок волос вот такой. Он ее бил головой об стенку. Дети были рядом. Вот он такой есть тихушник. Ударите из-под тишка, оскорбите из-под тишка. Она на улицу без его разрешения не выходила. Детям нужен папа и мама. Он ее убьет. Перестань. Вы на старшего ребенка, который у нее от первого брака, руку поднимали? Вот он напал на меня, я дал сдачи. Он здоровый лоб, сын-то. Я хочу на бис это увидеть, поэтому давайте Никиту позовем в студию.